тему тревоги, именно самой тревоги, какие ошибки делал я, находясь в тревоге, и какие ошибки, я думаю, делаете вы, находясь тоже в тревоге. Там такой происходит интересный момент. Сначала у тебя страх, он выше этой тревоги, он тебя кроет, потом, когда ты его постепенно убираешь, у тебя остается, переходишь в такую фазу постоянной тревоги, она тебе надоела, ты от нее устал, и ты как-то попадаешь в такой момент, хватит уже трясти, а то будет такая съемка вся трясущая. Ты попадаешь в такой момент, ну, по крайней мере, попал я, это момент такой борьбы с этой тревогой. Ты начинаешь с ней бороться. Ты как бы начинаешь ей противостоять, ты ее хочешь убрать, ты ее хочешь победить. И вот идет такая постоянное зацикливание на этой тревоге, и ты постоянно с ней борешься. И вот в какой-то момент я попал в такую фазу борьбы, я с ней постоянно боролся, я постоянно ее пытался победить, я постоянно там с ней что-то давил ее, там пытался ее как бы убрать, пытался ее победить. То есть, но что происходит, такой интересный момент. Тревога, закрой, потому что там, Слава, шумят. Тревога, это есть мы сами, это есть производная нашего мозга. То есть тревога это не некое физическое тело, которое может устать, в отличие от нас. Поэтому тревога, она не испытывает усталости. Она не испытывает усталости. И доброго, здравствуйте. И наша борьба с тревогой получается, как бы образно обрисую. Давайте представим, что тревога это некий робот, которому не нужно спать, не нужно есть, ему не нужна никакая подпитка, чтобы у нее были силы. Ее не нужно подпитывать как бы чем-то, в отличие от нас. Мы есть живой организм, и мы созданы так, чем больше мы боремся, тем больше мы устаем. Почему? Потому что борьба это есть наше напряжение, это есть наше мышечное напряжение, и когда мы постоянно боремся, то наша энергия и наша физиология, получается, мы расходуем силы, то, что в силу входит, это наша энергия. И поэтому получается такая интересная ловушка. Чем больше и сильнее ты борешься с тревогой, тем больше и быстрее ты устаешь, ты выматываешься. Сколько бы ты с ней не боролся, тревога будет всегда сильнее тебя. И поэтому, что лобовое противостояние с тревогой это бесполезно, потому что ты в этой схватке проиграешь. Она тебя победит. Ты будешь расходовать колоссальную свою энергию, чем сильнее ты борешься, тем больше ты расходуешь своих сил, своей энергии. А значит что? А значит ты быстрее устанешь и тебя быстрее покинут твои силы в борьбе с ней. Точно так, если мы ее и принимаем на этой стадии, как говорят многие психологи, тревогу нужно принять. Тревогу нужно принять. Тревогу нужно принять большую, когда у тебя идет всплеск, и ты ничего с ней не сможешь сделать, это типа панические атаки, и когда тебя колотит, как я рассказывал, по-моему, в прошлом эфире. Но, когда ты
выходишь в такую фазу, она нейтральная, она как бы получается тревога от тревоги, она держится все время, и терпеть ее невозможно, потому что она у тебя постоянная. У тебя постоянная, и я рассказываю со своего опыта, как бы я ее не принимал, потому что ты, во-первых, держишь своим мозгом эту тревогу, думая про эту тревогу. Второй момент, она включается автоматически, она у тебя круглосуточно. Это как бы выученная привычка уже нашего мозга все время тревожиться. Поэтому эту тревогу мы имеем постоянно, можно сказать, практически 24 часа в сутки. И сколько бы ты ее там не принимал, эту тревогу, она никуда не пропадает. Ну, так было у меня. Она никуда не исчезает, она все время в тебе держится. Как работать с этой тревогой? Я уже рассказывал со вторичной тревогой, но сейчас я хочу именно рассказать такой момент. Это момент, когда ты где-то на подсознании начинаешь с ней бороться. То есть, что происходит? Ну, это рассказываю, как видел я. И я думаю, как оно происходит. На подсознании тревога для тебя получается это как бы враг такой, с который тебя уже, мягко говоря, тебе надокучил, и ты уже не можешь ее выдерживать, и ты как бы попадаешь в такую фазу борьбы. Ты начинаешь с ней бороться. Если ты борешься, значит, ты ей важность придаешь. Она для тебя важна, она у тебя все время включается, ты все время вот что-то с ней пытаешься ее побороть, победить. Вот ты все время думаешь про нее, ты борешься, ты напрягаешься, там, пытаешься ее давить, пытаешься что-то с ней делать, пытаетесь чего-то с ней делать, но в чем ошибка? Ошибка в том, в сознании того, что, как я сказал, что тревога есть вы. Борьба с самим собой, она бесполезна, потому что ты борешься сам с собой. Вот давайте представим такую ситуацию. Это сродни того, Слава, покажи. Вот, например, если бы, как вы думаете, если я буду, компьютер не чуть-чуть, я не видел себя. Если я буду толкать эту стену, вот я буду упираться и толкать ее, как вы думаете, я ее прокину? Конечно же нет. Вот что-то сродни того происходит в моменте борьбы с тревогой. И чем больше я упираюсь в эту стену, пытаюсь ее прокинуть, чем больше я своей энергии отдаю этой стене. То есть, получается, я быстрее устану. Чем сильнее я борюсь, тем сильнее я устаю. Вот как это происходит. И поэтому, когда вы включаетесь в борьбу с этой тревогой, вы больше и быстрее будете выматываться. Это ошибка, я думаю, происходит на подкорке, потому что у нас природой заложено так, то, что нам угрожает, с этим нужно бороться, понимаете? Как бы ты входишь в такую фазу сопротивления. Это как-то оно, наверное, происходит где-то и автоматически. На подкорке я начал с ней бороться, я начал с ней сопротивляться. И вот сколько бы я с ней не боролся, то я попадаю в замкнутый круг. Я смотрю, что я что-то с ней пытаюсь сделать, пытаюсь, но ничего не меняется. И вот как-то до меня доходит, есть такая песня Арии,
Дождь проходит сквозь меня, и я свободен. И мне как-то эти слова, они залетели в голову. Дождь проходит сквозь меня, и я свободен. И я осознал такую вещь, что мне нужно не бороться с тревогой, а нужно как бы встроиться в эту тревогу, как бы научиться ее встраиваться в нее и научиться ее пропускать, как бы сбрасывать, понимаете? Сейчас мы с Славой покажем на примере, чтобы вы осознали, что я имею в виду и как понять, встроиться и в эту тревожность и делать так, чтобы она проходила сквозь тебя. Давай покажем. Вот сейчас мы на примере будем показывать. Сейчас я настрою. Так, чтобы у нас было все видно. Отлично. Так. Так вот стоим. Вот давайте представим, что Славина рука это тревога. И вот когда она появляется, вот она в теле, бах, она появляется. Смотрите, я начинаю ей сопротивляться. Что происходит? Автоматически тревога что? Она ставит тебя в напряжение, и ты начинаешь еще бороться. То есть ты начинаешь усиливать напряжение. Значит что? Все, вот я сопротивляюсь, я начинаю тратить свой ресурс, я начинаю тратить свою энергию. И второй момент, чем сильнее я сопротивляюсь, а давайте представим, что вот этот кулак тревога, и он ударит меня в грудь, то мне будет больнее. Чем сильнее я буду напрягаться, тем вот этот резонанс моего сопротивления мышца на кулак, то есть напряжение, удар мне больно. Сделает больно. Сделает больно. То есть наше сопротивление дает, чем сильнее, тем больше нашу вымотанность. Я бы сказал, больше ставит напряжение даже. Да, все правильно. Напряжение, а ты еще начинаешь бороться. Это напряжение на напряжение налаживается. Вот в чем дело. Да, ты создаешь еще повышенное, ты же начинаешь напрягать мышцы. Да, я был постоянно в скованности, когда... Да, и когда ты пытаешься ее побороть, то ты еще больше сам себя, ты начинаешь еще больше. Ну да, ну вот, это, получается, ты упираешься. Вот, это создает напряжение, и все, вот ты, вот это идет борьба, вот тревога, борьба. Но вот эта тревога, это и есть ты. Ей не нужно не кушать, ей не нужно ничего, она не имеет физиологических значений, чтобы ей надо было чем-то подпитываться. А это энергия, то есть это тревога, это есть резонанс как бы электрической проводимости, понимаете? И это просто электрический ток, ему не нужно ничем питаться. Он питается твоим мышлением, твоим тревожным мышлением. И поэтому что нужно сделать? Нужно как бы, осознав эти слова, дождь проходит сквозь меня, и я свободен. Я понял, что мне нужно научиться вот как бы встраиваться в этот удар, как бы, да, и как бы ее, вот представим, кулак, это она тревога, и научиться ее как бы скидывать с себя. То есть пропускать ее сквозь себя. Не вот так делать, вот, не начинать в этот момент, да, сопротивляться, а наоборот, сбросить эту тревогу. Сбрасывание как бы идет, смотрите, через расслабление. Дело в том, что тревога что? Это мышцы наши становятся в тонус. То есть это создает напряжение плюс гул. То есть чик, вот у тебя все, ты бац, попадаешь в тонус. Рассказывай, да? Да. И в этот момент я стал как бы вот что-то сродни бабки. Когда я научился расслабляться, то есть ты как бы делаешь такие движения на расслабление мышц, но к этому нужно прийти. К этому нужно прийти. Еще такой момент увидел
В изворе, это русский рукопашный бой, я часто смотрел, мне интересны эти вещи. Так вот, одна из практик, методик, которые они применяют, по-моему, Михаил, блин, фамилию забыл, вот он там рассказывает, вот русский рукопашный бой, одна из техник у них, как он называет, при любой стрессовой ситуации нужно учиться быть расслабленным и работать как бы волной. То есть, что такое волна? Волна, ты получается как пластилиновый такой. У тебя нету тогда зажатости, ты не зажатый, а ты просто получается вот как пластилиновый, то есть ты постоянно расслабленный. И поэтому, когда вот они по этой методике тоже, они как бы гасят вот эти удары. То есть он гася, то есть топится вот удар, как, например, расслабленную мышцу, он топится, и ты как бы встраиваешься в этот удар, и ты минимизируешь болевые как бы ощущения, эффективность этого удара. Ты как бы, он в тебя как бы влипает, одновременно ты идешь по ходу этого удара, и его как бы сбрасываешь, он как бы скользя уходит через тебя. Вот примерно так нужно работать и с тревогой. Поэтому, как только она запускалась, ты что начинаешь делать? Ты начинаешь фиксироваться на ней. Первое, держать, и второе, автоматически начинаешь сопротивляться. Сопротивляться. А здесь нужно пойти вопреки как бы природы, которая нас так создала, что сразу приводит нас в напряжение перед врагом. То есть на данный момент для человека враг это его тревога. И значит нужно научиться наоборот работать через расслабление, понимаете? Вот как только она включается, как бы вот она входит в нас, давайте представим, мозг ее запускает по телу, верно? То есть отсюда она идет по телу. Давайте теперь с вами вообразим, вот в деревнях стояли такие возле домов, высокие на шесте, назывались громоотводы. То есть в случае грозы молния била не в дом, а как бы считалось, что она будет бить в этот громоотвод, и вот этот разряд тока будет уходить в землю. То есть получается, что мозг тебе тревогу запускает, а ты работаешь как бы мгновенным проводником и спускаешь ее в землю. То есть ты, пропуская через себя, учишься ее не задерживать, а дать ей уйти в землю, помочь ей через расслабление как бы уйти в землю. Но это я так рассказываю образно и предметно, чтобы до вас доходило, как вот эти вещи делать. Как вот эти вещи делать, и главное, чтобы кто сопротивляется тревоге, вы осознали, что это ошибка, сопротивление это ошибка, вы больше будете выматываться. Поэтому нужно через тренировки как бы расслабления тела, я потом вот, оно у меня только ставило, как бы тревожность, бах, ставила в напряжение, я ее как бы раз и скидывал сразу, я ее убирал, как бы она у меня в землю уходила. И второе, так делал, еще я как бы образы на себя налаживал, вот когда, например, в ванной ты душ принимаешь, и как струи воды с тебя стекают, и ты тревогу наблюдаешь другим образом, и как бы тоже ее убираешь из себя. И вот когда у тебя начинает это получаться, у тебя начинает уходить страх перед этой тревожностью. И второй момент, у тебя формируется навык, как бы вводить, вот, скажем так, противоядие. То есть мозг тебе делает так, а ты как бы вот этим способом раз и вводишь противоядие и нейтрализуешь вот эту гремучую смесь, которую он тебе запускает. Ну, образно я называю тревогу. Понимаете? И вот все остальное делаешь, то, что я ранее рассказывал, дистанцирование от тревоги и так далее. Там, то есть оно все в совокупе будет работать. А как только у тебя начинает получаться это делать, то что происходит? У тебя страх перед ней уходит. У тебя начинает уходить перед ней страх. Потому что, ну, страшок, я уже назову не страх, а страшок. Потому что
страшок, он тоже ее запускает. Она уже у нас как выученная привычка мозга запускаться, это тревога, наш тревожный мозг. И второе, это наш страх, он тоже ее запускает. То есть там как бы параллельно работают вот эти две структуры. Выученная привычка и страх, который запускает нас тоже тревожность. И поэтому нужно это все отрабатывать. И когда у тебя начинает получаться сбрасывать ее как бы через волну вот эту, ты раз делаешь волну телом, например, или вот как бы раз, то есть ты автоматически мышцы в напряжении, а ты их раз расслабляешь. И такое ощущение, что как будто тревога раз и она в землю у тебя и ушла. Либо вот как сквозь себя пропускаешь. Вот, например, если вот тебе делают удар в живот, ты напрягаешь, что тебе будет как бы больно. А если ты встраиваешься как бы в удар, то есть ты не напрягаешь, а ты его гасишь, одновременно встраиваешься в движение этого кулака. То есть получается ты автоматически гасишь удар, понимаете? Вот примерно так работаешь с тревогой. Вот это образно на этих вещах я вам объяснил, как работать с самой тревогой. Что ошибка, когда ты переходишь в фазу сопротивления ей. Чем сильнее ты будешь сопротивляться, тем больше ты будешь выматываться. Вот запомните эту вещь. Поэтому в нее нужно встраиваться и пропускать сквозь себя. Либо и образом работать, и через расслабление одновременно. Хорошо, когда одно налаживаешь, и второе делаешь одновременно. Там вообще начинает хорошо получаться. Вот сегодня я вам рассказал про такой момент, когда кто-то из вас будет попадать вот в эту борьбу с тревогой, понимаете? Так, не забывайте подписываться, если кто-то первый раз зашел к нам на канал, не забывайте. Также не забывайте поддерживать канал, не забывайте тоже поддерживать канал. О, у нас уже душно так, жарко, блин. Я, может, Воду. открою все-таки окно. Ну попробуй, там тоже жарко. Звуков. Жарко, но воздух, ты знаешь, будет чуть гонять, потому что жарко. Да, есть пожар. Зум просто кошмар. Какой-то легион. Так, где-то мои уже очки. Это, скорее Тут всего, вопрос, это про что? Это про тревогу. Тот, кто здесь, тот знает про что. Оп. Так, сейчас почитаем вопросы. У нас уже жарко стало. Да, по вопросам скажи, кто хочет быстрый ответ. У нас есть Да ладно. ссылочка. Так. Поддерживайте канал. Как хорошо, что вы показываете, объясняете все простым языком. Я, глядя на вас, понимаю, где я ошибаюсь, находясь в тревожном состоянии. Рекомендует усиливать тревогу, пробовала. Вообще тренд получается. И давление, и сердцебиение, вообще катастрофа. Все симптомы усиливаются. Хватаемся за каждый совет. Ирина. Усиливать тревогу. Дело в том, понимаете, в чем они советуют усиливать тревогу. Вот, тревога усиливается у человека через самозапугивание. Самозапугивание. Здесь нужно наоборот, смотрите, какую вещь. Усиливать тревогу, не разгонять тревогу, а как бы, когда ты начинаешь злиться, вот на мысли, вот у тебя начинается паническая, и ты начинаешь злиться, то есть что там? Там работает страх. Там работает страх. И когда ты начинаешь злиться и говорить давай сильней, ты злостью подавляешь страх. Понимаете? А если ты себя мыслительно страхом накручиваешь, это ошибка. Ты как бы своим мышлением начинаешь сам себя запугивать. Соответственно, самозапугивание, ты раскручиваешь свой страх, свою тревогу. Это ошибка. Просто психологи, они говорят, но они не понимают. Они не объясняют больше. Они не объясняют, потому что они где-то и не понимают. Сами не понимают. Они сами не. Они знают, что в методичке написано: усильте себе тревогу. А человек, он что начинает? Он страх начинает разгонять себе.
А задача, как усилить тревогу. Вот смотрите, я вам сейчас покажу, на как неправильно и как правильно. Они имеют в виду усильте тревогу, когда она у тебя начинается, например, вот идти раскручивание, ты начинаешь пугаться. То есть ты начинаешь гнать свой страх. А они, я думаю, подразумевают, вот у тебя начинает страх гнать, а ты начинаешь пробовать злиться и кричать: давай сильней! Но здесь работает злость, понимаете? Здесь ты включаешь злость, якобы говоришь: давай сильнее это делай. То есть что? А злость, она давит страх. И когда ты сможешь вызвать злость, то твоя паника, она не раскрутится. Вот в чем фишка, понимаете? Потому что ты злостью подавил страх. А страх – причина разгона тревоги, понимаете? Мы запугиваем сами себя накруткой мышления. То есть что, ты боишься этого, ты страхом себя гонишь. А здесь нужно перейти, вот вся раскрутка с фазы страха, перекрыть эту фазу злостью, понимаете? Эмоция. Любая эмоция дает другую эмоцию. Значит что? Ты в принципе словами и говоришь: давай сильнее. Ты как бы вроде бы раскручиваешь, но на самом деле ты злостью, ты подавляешь эту панику. Ты подавляешь страх, а подавляя страх, тебя не разгоняет паника. Вот в чем дело. Вот как это делал я. Уже когда ты можешь соображать, ты начинаешь злиться. Вот тренируешь эту эмоцию, когда тебя крутит, например, это один из способов, он начинает. Ты начинаешь агрессией давить свой страх. И, соответственно, ты подавляешь страх, а страх производит тревогу. Чем сильнее страх, тем сильнее тревога. Чем сильнее тревога, сильнее вот это все у нас происходит. Понимаете? И поэтому, Ирина, вы, скорее всего, делаете самозапугивание. Самозапугивание делаете, понимаете? А это ошибка. Когда ты начинаешь сам себя накручивать, мыслительно, вот идет такой разгон, мыслительно идет накрутка. Нужно уметь остановить его. Остановить вот это мышление. Через команду и вот злость. Стоп, хватит, я сказал. Вот когда идет такая, я помню, мыслительно, ты начинаешь сам себя загонять, как бы. Вот там мыслительным этим процессом он ускоряется, уже точно не помню. И ты вот, ты начинаешь, все, у тебя паника, начинает страх гнать. Вот это мышление нужно учиться остановить. Как только у тебя получится его остановить, вот эту самозапугивающую раскрутку, то ты, получается, начинаешь уже управлять своим мышлением. То есть ты получаешь способность, умение остановить вот это самозапугивание. Вот это самозапугивание, самонакрутку. Вот как это работает. Понимаете? А это неправильно, как они говорят: разгони свой страх до конца. Он тебя и так разгоняет, там не надо разгонять его. Он и так мыслительно, он сам проецирует вот это самозапугивание, самораскрутку. Там даже и не надо пробовать. Да. Там даже и не надо пробовать этот страх разгонять. Я Во помню, время этого страха даже не подумаешь про это, чтобы... Да, чтобы там что-то, оно автоматически тебя уже гонит. Здесь наоборот надо учиться пробовать остановить это Ты мышление. наоборот стопор становишься, когда... Но это на панической атаке, там отключается, я про это уже рассказывал. А когда там есть такое, ты попадаешь в фазу, ты мыслительно себя накручиваешь. Такое. И все, тебя страх начинает разгонять, сейчас снова, и вот паника пошла. Да, у Славы тоже это было, но не в такой сильной форме. Но было, да, у Славы тоже. Это все наша работа, наш способ жизни. Постоянно бежим, гонимся, не живем здесь сейчас.
а гонимся какими-то мыслями о будущем, спешим заработать денег постоянно, вот это вот самозагон называется. Гонишься, 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 а здесь сейчас не живешь, и эта сама тревога потом сама проявляется, неожиданно. Да, Не понимая того, ты уже не можешь, в ловушку. попадаешь в ловушку, не можешь находиться дома один, как таковое. У меня начинала проявляться она, я не мог дома находиться. Одевался и выходил на улицу, потому что я один с собой не мог находиться. Да, один из моментов моего попадания был это разгон нейросети моей. То есть ты, когда все быстро делаешь, у тебя и получается, ты попадаешь в такой момент, вот что бы ты ни делал, ты все быстро делаешь. А когда всем управляет мозг, всем же управляет мозг, а когда ты быстро делаешь, твои движения очень быстрые, то все, у нас начинает разгоняться нейросеть. То есть, чтобы отдать команду руке, мозгу нужно быстрее эту команду как бы отдавать, понимаете? Потому что ты же быстро делаешь, значит все. Он приобретает такую способность, то есть ему нужно быстро реагировать, вот, потому что сообщить руке, чтобы она поднялась, потом вторая, потом ты куда-то побежал, потом ты что-то взял, быстро переложил. То есть ты в такую фазу быстроты попадаешь, и у тебя нейросеть это разгоняется. У тебя эти нейрончики, но это насколько я понимаю, эти нейрончики, у них нету обычного там движения там, обычной ходьбы друг за другом, а эта ходьба, они из ходьбы переходят в фазу уже бега, понимаете? Они начинают быстрее там двигаться, потому что мыслительный процесс это постоянное движение наших нейрончиков, а нейрончики формируют нейросети. А нейрончики это, давайте представим, такие маленькие молекулы, которые в цепочке выстраиваются, они там друг за другом двигаются. Тун-дун-дун, они там ходят так. Ну, это простым языком по кругу, потому что там сложнейшая система, и она там, нейросеть, она все время у нас там в движении, мыслительный вот этот процесс. И получается что? Получается, когда мы быстро все делаем на регулярной основе, то есть попадаем в такой момент постоянного быстрого действия, то значит что? Значит и нейрончики наши разгоняются, потому что мозгу надо успевать отдавать команду нашему телу, нашим конечностям, нашим органам, то есть рука двигается, она быстрее двигается, значит быстрее команду нужно отдавать. И вот так, я думаю, мы автоматически попадаем, разгоняем вот эту нейросеть. И потом ты, интересный такой момент, попадаешь в момент отложенной жизни. Что это значит? Я вот помню, ты делаешь одно, но в мозгах тебя здесь нету. Ты уже делаешь вторую какой-то процесс. Ты уже другую какую-то работу делаешь. То есть ты делаешь одно, ну, например, скажем, вот я сижу, пишу в тетради, например, записку там жене, чтобы, ну, условно, записку жене, чтобы она там после работы там в магазин сходила. Я пишу эту записку, но в мозгах я уже где-то там, я уже в будущем делаю некий процесс, некую работу. И получается автоматически что? Я вроде бы здесь пишу я автоматически, я не обращаю на это внимания, что я делаю, а в мозгами, в моем воображении я уже делаю что-то другое. И вот так... Планируешь завтрашний день. Да, ну условно, второй свой процесс. Думаешь, как сделать то, как сделать это, как сказать что-то. И вот это... Вот у меня было. Да, и вот это ты попадаешь вот в такой систематический процесс. И получается автоматически тебя никогда нету в моменте, понимаете? Ты вроде бы здесь, телесно ты здесь, а в своем мозгу ты там. Ты, получается, там. Ты все время где-то там. Ты все время где-то в будущем. То есть, то, что мы будем делать следующее, это есть наше будущее. И вот это, оно как-то отстраивается в такую систему.
оно отстраивается в такую систему, как бы момент отложенной жизни, ты постоянно впереди, и что получается? Смотрите, мы разгоняем свои нейроны, то есть они там начинают у нас гонять быстрее. А когда мы чего-то в жизни не успеваем, получается автоматически, если ты все быстро делаешь, то подразумевается что? Что ты не успеваешь. И ты попадаешь в хроническое неуспевание чего-то сделать. Это все, это вот идет как вам сказать, вот если выстроить, играем вот эти в козла, как это называется, блин, с головы, домино. Домино. Если мы выстроим домино, вот друг за дружком поставим, да, а потом домининку одну толкнем, и она что? Она пошла ложить все остальное домино. То есть цепочка погнала. И получается, в принципе, у нас точно так. У нас все, у нас цепочка мышления все время думать про будущее. То есть думать про следующую ситуацию. И ты автоматом влетаешь в такой момент, что, как я сказал, тебя нету здесь и сейчас. А когда мы не успеваем и постоянно спешим, то это у нас создает что? Это у нас создает напряжение. То есть мы попадаем в ловушку такого систематического напряжения, понимаете? То есть мы попадаем в ловушку все круглосуточного напряжения. И просто у меня был один такой момент, уже как бы вечер, ну, нужно спать, я лежу, смотрю в потолок, смотрю на часы, уже 12 ночи, и у меня нету сна ни в одном глазу. Как я сказал, я еще себя сравнивал вот с этими ребятами Ван Даммом и Лунгреном «Универсальный солдат». Ну, фильм есть «Универсальный солдат». Вот я с ними сравнивал, что якобы, блин, ну, вроде бы человек должен устать. А когда ты устал, ты там заснул. А у тебя, получается, усталости нету. Ее вот у меня не было. И у тебя вот такое состояние, я тогда обратил внимание, что есть такое некое у меня напряжение. Но не сильное, но я чувствую, что напряжение вот оно существует. Заснуть я не могу. Думаю, блин, ну вроде бы спать надо, а сна не в одном глазу. И третий момент, у меня завтрашний день. Я уже прогоняю в своем мозгу полностью весь завтрашний день. Что, зачем я буду делать. Понимаете? И получается вот такая фишка, когда мы в это попадаем, то мы попадаем в ловушку напряжения. А напряжение, оно что? Оно не дает организму успокоиться, понимаете? То есть ты получаешься в определенной фазе постоянной такого напряжения, тревожности, наверное, понимаете? А тревожность это как бы момент вот энергии, там опасности, вот это такая гремучая смесь, и ты не можешь расслабиться, ты по факту не можешь успокоиться из-за своего мозга, из-за своего вот такого способа мышления, из-за своей ловушки, в которую ты попал. Потому что ты все время якобы тебе нужно что-то делать постоянно, то есть постоянно тебе нужно вести какие-то процессы, а получается, ну это я уже туда пошел в свое воображение, как я думаю, как я вижу. А получается в твоем мозгу уже отдых, он не предусмотрен. Его там не существует. Ты уже как бы попал в фазу такого робота, роботизированного, то есть которому не нужно там, ну есть-то ты еще ешь, а уже сон как бы тебе и не нужен, понимаете? Но понятно, что организм наш устроен не так, и человеку нужен отдых. Поэтому ты можешь выдерживать определенное время, как я выдерживал довольно много,
но это перенагрузки идут, это вот весь этот букет, нехороший букет, вот то, что в этом расстройстве все, оно присутствует, то есть у тебя, грубо говоря, сбивается ритм всей твоей жизни, сбивается вот этот уклад жизни, какой его придумала природа и какой он должен быть как бы у человека. То есть работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. А у тебя получается, ты попадаешь в фазу постоянной работы. То есть постоянная фаза постоянной работы, и работа это больше как бы не физическая, а работа вот это именно твоего мыслительного процесса, постоянное думание, постоянное прогнозирование, постоянная проекция. То есть идет такой как бы практически не останавливаемый процесс мыслительный. Вот как это вижу я, как я вам рассказываю, как один из моментов вот попадания в это состояние, в это расстройство, один из моментов вкручивания в него. Так, кто первый раз у нас на канале, не забывайте подписываться, если вам нравится, конечно, и перепроверяйте, когда подписываетесь, потому что YouTube может сразу не подписать. Если вы подпишетесь, выйдете, перепроверьте, потому что потом потеряете канал и можете не найти. По возможности, ребята, поддерживайте нас финансово. Или если хотите срочный ответ быстро получить, тоже заходите в Donations и пишите свой вопрос. Это так, сейчас отвечу будет ответ. Немного на вопросы. Так. Поехать в город не смог. Накрыла тревога, что станет плохо. Сильно жарко на улице. Вот у меня это, Дима, все было. У меня была привязка, я паническую атаку поймал на солнце, я уже не раз рассказывал. Было жарко, градусов 30, наверное, у нас. Это было лето, наверное, по-моему, июнь месяц. И вот первую паническую атаку я поймал, именно был на рынке, жарко было. И я сделал привязку, что это у меня произошло от солнца. То есть я привязал эту ситуацию, что именно солнце мне сделало так плохо на тот момент. И все, и солнце для меня стало триггером. Поэтому что нужно делать? Нужно выдерживать ситуацию. То есть вы ходите, да, у вас сразу мысли, сейчас будут снова плохо. На тот момент я не знал, но думаю, сейчас можете искажать эти мысли, когда они появляются. Попробуйте их проговаривать мультяшным голосом, то есть отделяться от них, чтобы они не провоцировали вам через воспоминания вот снова эти проявления, то есть вот снова там ты обмикаешься, там или страх гонит, или накрывает, то есть там смотря ты в какой фазе находишься. И второй момент это выдерживать, получить первый опыт, когда тебя накрыло, потом тебя отпустит, и ты осознаешь, что ты не умер, ничего страшного не случилось. Вот. И, конечно, осознавание, понимание, что это не солнце вам сделало, а просто ваша паническая атака. Ну, например, если была первая, вы привязали к этому. И также человек начинает привязываться, оно раскручивается, он начинает привязывать туда дальше. Он сначала к солнцу, потом, например, в лифт зашел, ему точно так его накрыло. Он привязывает к лифту, то есть идут нарастания триггеров, потом там попил какого-нибудь кофе, после кофе накрыло, хотя кофе проводили эксперименты, возникают у людей после кофе, кофеина панические атаки, но это, как правило, идет привязка, просто ты в этот момент испытываешь вот эту волну вспышки, когда ты находишься в некой ситуации, и потом ты начинаешь привязывать, вот тебе здесь плохо стало, мозг это запоминает, как опасное место, понимаете? И вот так начинают триггеры у человека нарастать. И вот так
и их начинает нарастать больше, 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 и доходит до того, что человека, все, вот эта агорафобия пошла, дальше человек начинает что? Закрываться в доме. Он начинает избегать эти ситуации, он не ходить в те места, где его накрывало. Но дело в том, что это расстройство, оно раскручивается дальше. И триггеры, ты туда не ходишь, тебя в другом месте накрыло, и у тебя уже получается 2 места, потом в третьем уже 3. А места, как правило, у нас одинаковые, мы ходим, понимаете, их не так-то много. Если дом, это дом, ты в любой дом зайдешь, тебя как бы накроет, потому что дом или квартира триггер, там по-разному будут работать. И поэтому задача, нужно все это проходить, нужно все это выдерживать. Дойти вот этому страху до конца, не убегать с этой ситуации. Не убегать. И как только ты ее выдерживаешь, самое страшное первый раз выдержать. Тебя поддержит, начинает потихоньку отпускать, и ты запоминаешь, что со мной страшного ничего не случилось, что у меня ни сердца не стало, что я там ни сознание не потерял, то есть не умер. Потому что сознание немножко можно поплыть, есть случаи, когда человек, там на доли секунды зрения теряется и так далее. Но я вас не буду пугать, потому что это на самом деле такие моменты есть, они нечастые, но такие проявления есть. И поэтому здесь нужно понять одну вещь. Чтобы с вами не происходило, учитесь не пугаться этого. Потому что тревога, она делает спектр такой, она такие чудеса творит. Она делает что угодно, понимаете? И что бы с вами ни происходило, учиться не пугаться этого. Все триггерные ситуации нужно проходить. Бывают такие вещи, отрабатываешь, проходишь одну-вторую ситуацию, на другую уже мозг не реагирует. Но у меня такого не было. Мне все приходилось проходить. Все мои страхи мне приходилось проходить, чтобы их убрать. Так, можно еще один вопрос. Как по поводу принятия симптомов? Мне кажется, я допринималась. Они прижились, одышка и гипертонус мышц появляются каждый вечер, как по графику на ровном месте. Дело в том, ребята, смотрите, в моем понимании, в моей работе, когда я работал, принять нужно, вот когда ты входишь, выдерживаешь, это триггерные ситуации, когда тебя гонит, и высокую тревогу, панику. Принимать по симптоматике. По симптоматике. Симптоматика, первое, это есть спазмирование. Спазмирование, понимаете? Поэтому здесь можно с этим работать как бы разнообразно. Они прижились. Отдышка первая, убираем страх. Но это, Ирина, очень тяжело сделать, убрать страх. Я помню, меня как крыло с кардионеврозом, это мгновенно происходило. Это происходило буквально мгновенно. То есть это там проходили доли секунды, и у тебя вот эти сдавливания, простреливания за грудину, это момент происходил в доли секунды. И поэтому я стал применять способ, я читал книгу Джон Кэха «Подсознание может все». И там рассказывалось, если ты хочешь себе здоровья, то ты представляй себя как того, которого, то есть того себя, каким бы ты хотел быть. Но там еще такой момент, представляй себе здорового животного, сильного и здорового животного. Например, льва, тигра, либо спортсмена. И вот я взял его на вооружение, когда меня крыл именно кардионевроз. Я себе проговаривал и визуализировал себе медведя. Я здоровый, сильный, как медведь. Но в зависимости от симптома я работал по-разному. С кардионеврозом, то есть более подробно мой ролик посмотрите, он, по-моему, так и называется, кардионевроз, как я с ним работал. Потом с сдавленностью, нехватка этой воздуха.
нехватка воздуха это спазмирование. Спазмирование. Я работал с нехваткой воздуха, у меня было, ну, первое, игнорировал, второе, я ввел такой момент, я улыбался в этот момент. Вот у меня начинало спазмироваться, особенно у меня было полгода, вот как по часам утром. Вот этот симптом проявлялся в течение полгода, день в день по утрам. Он был и днем, но вот по утрам в определенный промежуток выхода меня с этого состояния, он был вот регулярно день в день, каждый день. Спазмирование, нехватка воздуха. И я в этот момент улыбался. Я начинал как бы спазмировать, как бы не хватает воздуха. Я улыбался этому симптому в ответ. Мозгу показывал, что я этого не боюсь, это ерунда. И второй интересный момент, я еще практиковал наоборот, задерживать свое дыхание. То есть наоборот раз и на секунды наоборот не дышал. Понимаете? То есть как бы контрдействие делал. Но это я там экспериментировал там пару раз. Так я убрал симптом, я просто улыбался ему в ответ. Когда начинал задыхаться, я начинал улыбаться. Вам нужно первое понять, это укрощать панику. Нужно учиться постепенно уменьшать панику, когда паника начинается. Потому что паника это страх, она усиливает симптомы. Чем больше вы боитесь и паникуете, тем сильнее вот эти спазмы, они начинают работать еще сильнее. То есть, что такое? Страх это тревога, тревога это спазмы. Чем сильнее страх, тем что? Чем сильнее спазмируются наши мышцы. Вот эта цепочка вам нужно понять, чтобы с ней работать. И следующий момент. Запомните, вы никогда не задохнетесь. Ни одного случая не было, чтобы человек от психосоматики там задохнулся или умер там или еще что-то. Точно так, как и от панических атак. Ни одного случая в мире не было зарегистрировано, чтобы человек умер от панической атаки. Точно так от навязчивых мыслей, чтобы человек сошел с ума. Не было ни одного случая, это и исключено. Это все статистика ВОЗа, Всемирная организация здравоохранения. То есть оттуда информация стекается со всего мира, и через анализ этой информации они смотрят, делают выводы, что это исключено как бы. Ну и я понимаю, что они понимают эти процессы, что это невозможно как бы. Так, вы начали очень много вопросов задавать, уже поперескакивали. Так, где-то можно еще принятие симптомов. Поэтому с симптомами, смотрите, убираешь страх и работаешь с симптомами вот этим способом, визуализация. Смотрите, визуализация очень большую силу дает, когда ты себе воображаешь, какой ты. Понимаете? Вот то же самое симптомы можешь видеть образами. То есть ты переключаешь мозг, видишь образами. Ты сбиваешь вот эту волну как бы самозапугивания. И я помню, вот это оно мгновенно происходило. И меня именно один из ключевых моментов это упражнение вывело с кардионевроза. Потому что мой мозг, вот меня только чуть-чуть начинало там сдавливать, вот только какое-то проявление шло по груди. Все, у меня мгновенно мысль и мгновенно этот симптом усиливался до такой силы, что тебе казалось, тебя так сдавливало, там кололо, сжимало. У меня было такое, простреливало, вот как будто тебе кусок арматуры взяли и тебе наживую пробили ключицу насквозь, и вот оно как прострел, потом загрудинная боль, я уже до этой стадии дошел. И вот только через это упражнение я стал сбивать вот эту панику моего мозга, этот страх, и вбивать в свой мозг через воображение, что я здоровый. И так постепенно вот этот симптом, он начал хватку свою терять. То есть там работает все. Работает, во-первых, ты работаешь на переключение. Второе, для мозга то, что ты визуализируешь, для него это реальность. То есть ты начинаешь переубеждать свой мозг, ты как бы начинаешь переубеждать свой мозг, что ты абсолютно здоровый.
Понимаете? И когда ты начинаешь... Слава, сбил, теперь я не знаю, где я Всё был. так. И когда ты начинаешь его постепенно переубеждать, то мозг начинает в это верить. Ты начинаешь в это верить, и вот разрывая эту цепочку, цикличность, ту, которую я там раньше рисовал на доске, вам объяснял, как это работает, ты рвешь эту цепочку, и постепенно идет такое переубеждение самого себя, ты внедряешь, осознавая, что ты не умрешь, понимая, но симптом настолько яркий, он тебя пугает, и постепенно, вот так я и разобрался с кардионеврозом. Я вышел с этого кардионевроза именно вот по такой схеме, вот по такому приему. У меня есть ролик, где я подробно рассказываю, как я с ним работал. Так, тут столько пишут, что я уже потерялся, где это можно еще один, как по поводу принятия симптомов. Поэтому симптомы, работайте через смех, если кардионевроз, работайте так, постепенно убирайте страх, потому что у вас страх, будет сразу страх, а вы начинаете смеяться, улыбаться, смеяться. То есть там любые способы ты развиваешь, применяешь, анализируешь, и через осознавание, что ты не умрешь, у тебя ничего не будет. Вот это первое такое потихоньку приходит осознание, что это делает тревога через спазмирование наших мышц. Вот эти все болевые ощущения, нехватка воздуха, онемение руки, там куча проявлений тревоги, их нужно просто изучить. Ты знаешь, тем лучше, и вот ты запоминаешь эти проявления, что они повторяются. Но второй момент, если у вас не было некого проявления, и как только вам кто-то расскажет или вы где-то прочитаете, то вы сразу его ощутите на себе. И будет работать так, вы как бы уже к одному симптому привыкаете, через анализ вы замечаете, что он повторяется, вы уже потихоньку осознаете, что он вам никакого вреда не принесет, но как только идет проявление нового какого-то симптома, который доселе у вас его не было, то здесь же у вас снова будет реакция страхом, потому что мозг будет пытаться вас провоцировать именно через смену симптомов. Он их будет подкидывать новые и новые, чтобы спровоцировать вас на страх. Поэтому возьмите на вооружение смех, и как только идет проявление, начинайте хохотать. Вот. Все не могу. Тревога, страх, мышцы сводят плохо, тошно. И никуда не еду. Вот это ловушка. Анита. Вот это ваша ловушка. Вы в ловушке своего мышления. У меня где-то еще годовой ролик, я показывал короткий, там есть схема, как мозг будет работать у тревожного человека. Там разобраться самому не разберешься, я там объясняю, может и разберетесь. Нужно учиться вот от этих прогнозов, от этих мыслей останавливать, отделяться от них. Все время входить в момент здесь и сейчас. Он все время будет на тревоге. Первое, что тревога искажает мышление. Это первое, когнитивные искажения. Второе, у вас уже формируется такой способ мышления, называется выученная беспомощность. То есть ваше мышление постоянно будет все катастрофизировать. Вот то, что вам предстоит, оно обязательно у вас будет плохо заканчиваться. Это будет работа вашего мозга. Вы постоянно будете в ловушке своего тревожного мышления. Вот сейчас поймите, вы попали в ловушку своего тревожного мышления. Чтобы там работать и понять, как с него выходить, это не легкая работа, и нужно понимание, как отделяться от этих мыслей, что значит быть в моменте здесь и сейчас,
потому что там мысли вчерашнего дня и мысли завтрашнего дня. Вчерашний день негативный опыт, будущий день делает вывод из негативного опыта, что и завтрашний день будет плохой, и второй момент плюс вот это подсоединение катастрофического мышления, то есть влияние тревоги на наше мышление, и уже там сформировано такое мышление. Про что бы вы на будущее не подумали, оно у вас все закончится плохо. Алина, Анита, так у вас происходит? Напишите мне. Про что бы вы не подумали, у вас все закончится плохо, катастрофой. И тут все, тут возникает страх, тревога, вас разгоняет, раскручивает, накрывает, все. И вот у вас, видите, плохо доходит до тошноты, никуда не еду. Вот это делает тревога. Тревога дальше все, болевые ощущения, тошнота, там потение, млявость, там бессилие, все. Вот человек, ничего не делая, как будто ты уже вагон ящиков выгрузил, и ты бессилен, и у тебя вообще ни сил, ничего нету. Хотя ты ничего не делал, ты только собирался что-то сделать. Но вот это катастрофическое мышление тебя так прокрутило, что от тревоги ты пустой стал полностью практически. Вот этот колотун, все вот это вот тебя расфальцевало полностью. Поэтому там нужно работать, Анита, со своим мышлением. Так, не забывайте подписываться, кто зашел на канал. Потом поддерживайте. Ссылка вверху. Ссылка вверху, да, есть донатиум. Поддерживайте, потому что нуждаемся тоже в финансовой помощи. И так, что-то еще хотел сказать. Подписываясь, не забывайте проверять, подписались вы или нет, потому что YouTube может не подписать. Выйдете и потеряете канал. Если кому, конечно, он интересен. То это для тех, кто хотел бы или хочет подписаться на канал, не забывайте перепроверять. Так. У меня мозг реагирует на свет солнца. Когда заходит за тучи, мозг воспринимает как страх, и я попадаю в руминацию. Как с этим бороться? Смотрите. Первое, мы выдерживаем ситуацию. То есть нам нужно пройти эту ситуацию. Солнце заходит, вы выдерживаете страх. У меня есть ролик. 3 способа попадания на старую дорожку. В руминацию, вот в это свое тревожное мышление. Когда попали, здесь нужно научиться распознавать, когда ты попадаешь. У меня есть там 3 способа попадания. Я их извлек через свой анализ, и постепенно я осознал, как я туда попадаю. Вот первый способ, вот это это стресс. То есть вы ловите стресс и попадаете на свою старую дорожку. Здесь постепенно систематическая работа. Вы сейчас как бы крутитесь в спирали такой. Вы постоянно будете ловить стрессовые ситуации, а поэтому постоянно вас будут туда закидывать. То есть ты практически находишься в этой руминации. Поэтому, когда ты туда попадаешь, начинаешь выходить. Вот вы поймали стресс, вот это солнце заходило, оно вызвало у вас страх, у вас запустилась тревога, все, тревога работает по мышлению, бац, мы в ловушке своего мышления, все, пошли крутиться. Все, начинаешь применять прием, начинаешь переключаться, ходить там, какая природа, какая погода, жизнь прекрасна и хороша, какие классные деревья, какие листья, там раз, два, три, окна в обратном направлении. Все, здесь нужно осознавать, что мне нужно выходить, и ты начинаешь применять приемы по выходу с этой руминации. Потому что у меня, а когда у нас этот способ мышления, у нас другого мышления еще не существует. И нам нужно его накатать. Нам нужно накатать более спокойное мышление. То есть нужно накатать свою новую нейросеть. Когда я начинал, у меня за годы сформировалось это тревожное мышление, сидение в голове и кручение. То есть тревожная вот эта выученная беспомощность и старая дорожка,
которая у меня существовала до попадания меня в это состояние, она исчезла, скажем так, мозг ее убрал. То есть ненужное мышление, оно исчезает. То есть это как будто электрику отключили, вот шел ток, шел по проводам, потом ты выключатель щелк, выключил, и все, ток пропал. Вот точно так у человека происходит в мозгу. Ненужная сеть. Что значит ненужная? Тот способ мышления, как бы, это с одной стороны, которым человек уже не думает, мозг как бы убирает, насколько я понимаю. И второе, ты формируешь другое мышление, более спокойное, то есть катаешь другую себе дорожку. Но то, что я начертил кружками, это просто примитивно для понимания вас, потому что там сложнейшая система у нас в мозгу. Но примерно вот как я начертил, оно происходит так. Поэтому вы будете все время попадать, ваша задача все время выходить. Как только попали, выходить, как только попали, выходить, как только попали, выходить. И через эти тренировки, тренируясь, у вас будет лучше получаться, соответственно, вам легче потом будет выходить с этого мышления. Вот как оно работает. Ну, как оно работает, я уже сколько раз в эфирах показывал на чертежах, то есть вот и как это работает, формирование другого мышления, попадание на старое, потом выходить с него. До 5 утра не могу заснуть, пока окончательно не вымотает, а ведь спать-то охота, а мозг не отключается, хоть плачь. Смотрите, Ирина, найдите мой ролик «Как научиться спать. Страх перед сном». Так, что-то выскочило. Это я сделал. Голосование. Как научиться спать, страх перед сном. Здесь, смотрите, в чем дело. Вы не можете переключиться со своего мышления. Вот в чем трудность. Нужно учиться где-то через остановку, где-то через отвлечение переключиться с этого мышления. Вы все время думаете эти мысли. Я всем, кто обращался, даю такое упражнение, это фиксироваться на предметах, зависать, как бы, понимаете? Но если ты находишься в плотной руминации, там нужно выходить с нее, нужно вот делать, фиксироваться на предметах, считать там и так далее, до тех пор, пока у тебя не получится перещелкнуться, выйти вот с этого гоняния мыслей. А потом уже ты начинаешь как бы затормаживать свой мозг, затормаживать себя и выходить одновременно с руминацией, это именно фокусироваться на предметах, на том, что окружает тебя, то, что кругом тебя, понимаете? Потому что там получается, во-первых, ты все время думаешь, во-вторых, ты в голове сидишь, то есть я не знаю, на какой вы, на каком вы этапе, понимаете, чтобы более предметно сказать, какое упражнение использовать, чтобы будет эффективнее работать. Потому что у одного человека глубже, у кого-то менее глубже. Что значит глубже? Кто-то еще не в полной руминации находится, кто-то уже просажен по самые гланды, понимаете? Ну, это условно по самые гланды, по самые помидоры, понимаете? Как в этом, как в фильме, да, «А зори здесь тихие», когда женщинами повел их, да, и говорит, вот здесь болото, и вам будет по самые, по пояс. Потому что оба по самые, а здесь смотрит женщина, это по пояс. Поэтому, если вы по самый пояс, то там нужно уже упорно работать по-другому. Если у вас руминация, переключение еще есть, вы переключаетесь, просто временами попадаете, там уже используешь такой момент, как бы фокусировки на предметах, зависать, то есть мозгом не гонять, а зависать на предметах. Там разное, там поэтапно надо работать, понимаете? Так, да, точно, со сном беда, до 5 выматывает, охота, мозг не отключается, хоть плачь. И я спать не могу, еще дрожание где-то внутри тела, хотя сердцебиение в норме. Вот из-за
Из-за дрожи не могу уснуть. Беспокоюсь. Екатерина. Ваше дрожание внутри – это тревожность. Тревожность, просто она небольшая. У тебя такое ощущение, что все твои органы как будто как желе. Вот их пальцем щелкнули, вот желе, если ты трясанешь, оно так... Вот такое у вас ощущение, Катерина, да? Вот такое постоянное там вибрации идут в своем теле, все как будто вибрирует, там трясется. А вы не можете уснуть, потому что вы зафиксированы на этом, понимаете? Вы, это и есть тревожность, и вы своим думанием про это поддерживаете эту тревожность и себя подпугиваете. Вы, видите, я беспокоюсь за это и есть, вы тревожитесь за это, и одновременно что? Вы все время думаете про это. Вот ваша ловушка. Вы все время сканируете вот эту вибрацию, вот это свое состояние. Вот ваша ошибка. Ваша задача осознать, что это тревожность, и понимать задачу. Учиться, переключиться. Я вам дам такое упражнение. Будете чебурашку держать, визуализация себе в мозгу. Чебурашку. Представляете, ваш чебурашка будет бегать. Тю-тю. Будет с одной темы на другую, а скорее всего ваш мозг будет стягивать на фиксацию вашего, на сканирование вашего состояния. Вы постоянно будете, уже привычка сканер делать, то есть мозг ваш будет сканировать. У меня есть ролики, как работать вот с этими сканерами ночными. Вот и последний короткий я снимал, когда человек за сердце переживает. Он сфокусирован все время на сердце, он к нему прислушивается. Вот эта тема примерно одинаковая. Это будет любое прислушивание к себе. Оно будет работать одинаково то к сердцу, то там к дрожанию, то к пульсу, я помню. Пульс этот прослушиваешь. Ложишься на руку, и у тебя тух-тух-тух. Потом раз, и у тебя сразу страх. Ты как бы считаешь эти удары, как оно у меня там бьется, понимаете? Но это вот все взаимосвязано с нашим телом. Все, что ты думаешь про свое состояние, это и есть ваша руминация, это и есть ваше вот кручение мышления, думание про наше постоянное состояние. А мозг в него будет постоянно вас стягивать. То есть всех людей, кто находится в этом состоянии. Постоянное стягивание, вдумание про это состояние, сканирование, наблюдение за мыслями, там, гоняние про свое состояние. Все, что относится к нашему состоянию, это будет руминация, потому что это все будет тревожить, это все будешь ты наблюдать, все будешь это сканировать. Ух ты, тут уже вопрос. Так. Также у меня триггером было рабочее место. Благодаря Александру он мне дал ответ на эфире первым, и у меня прояснилось в голове, почему это со мной. Получал ответ, теперь я справляюсь уже сам. Так, уже сам. У меня, когда паническая атака, я включаю музыку веселую в машине и пою и улыбаюсь. Так, Анита, у вас, когда паническая атака, вы включаете музыку в машине, пою и улыбаюсь. У меня вопрос к вам, вопрос очень важный. А с какой идеей вы это делаете? Вы, скорее всего, наверное, от страха начинаете музыку включать, вот музыка. Так вы делаете? Вы избегаете панической атаки? Ответьте мне на этот вопрос. Ваши действия подразумевают от страха переключения. Вот это мне важно знать, скажите мне. Анита, я задал вам вопрос. Вы на канале спросите. Да, если вы делаете это от страха, а скорее всего оно так и будет, то вы в замкнутой ловушке.
вы в ловушке неправильных своих действий, потому что избегание, оно подкрепляет идею, что это для меня опасно. Я отжимался долгие годы, когда мы ехали на машине, и я был со стороны пассажира. Я выскакивал на улицу, начинал, то есть говорил тормози, на обочине останавливались, я выскакивал на улицу, начинал отжиматься, приседать. Как меня только отпускало, ты снова садишься в машину, только сколько там проедешь, тебя снова начинает крыть, и ты вот таким способом постоянно избегаешь эту паническую атаку. Я думаю, вы делаете то же самое. Я даже не думаю, я даже уверен, что вы включаете музыку и поете песню от страха, чтобы вот не дать этой панической атаке дойти до конца. Вы от страха начинаете петь. Скорее всего, это будет так. Если вы делаете это от страха, значит, вы делаете избегание. Вы как бы, получается, замыкается круг избегания, и вы так будете бегать по кругу. Паническую атаку нужно принять. Нужно ее выдержать, ничего не делать, дать ей быть, чтобы получить первый опыт, что с вами ничего страшного не случилось. Не случилось. Вот. Вот, Жора. А это у меня было годами. Я не знал, куда бежать и к кому обратиться. Увидел эфиры, и с этого дня моя жизнь изменилась. Я начал жить заново. И жить полной жизнью без тревоги и страха. Спасибо случаю. Панические атаки, не могу понять, почему они у меня появились. Так, Надя, смотрите. Панические атаки – это накопительный стресс. Это накопительный стресс. То есть мы пребываем регулярно в стрессе. Ты попадаешь в такой систематический стресс. Если раньше его было, скажем, меньше, и мы были молоды, более молодые, как-то еще там мы справлялись, и тем более стресс имеет накопительную форму. Чем больше мы, с годами находимся, он накапливается, и тут что происходит? Как говорят, психика не выдержала. И мы получаем первую паническую атаку. Бух! Еще говорят, что паническая атака, она сигнализирует про то, что нужно в жизни что-то изменить. Да, на самом деле да. А что нужно изменить в жизни? Люди начинают что? Менять работу. Если у тебя триггерная работа, то, проще всего, да, поменять работу. Только это не во всех получится, если так легко было там собраться и пойти, особенно если небольшие городки, либо какие-нибудь населенные пунктики, то работу поменять это не так легко, как говорят, понимаете? Самое главное, нужно изменить свой способ мышления, чтобы перестать испытывать ежедневный стресс. Вот причина. Причина кроется в способе мышления человека. Из-за неправильного способа мышления, неправильных убеждений мы попадаем в ежедневный стресс, систематически, хронически. Про способ мышления мы разбирали в прошлом эфире. Это одна из распространенных ловушек – это должествование. Я там хорошо объясняю и рассказываю про схему мышления, как мы получаем стрессы. Поэтому посмотрите прежний эфир, то есть прошлый эфир на прошлой неделе в записи, и вы поймете, как мы попадаем. Как слезть с антидепрессантов? Смотрите, как слезть с антидепрессантов. С антидепрессантов вы сможете слезть, когда вы разовьете в себе уверенность, что вы справитесь без них. Это сделать нелегко, это постепенная работа над этим.
менять убеждения. Сначала там сразу нужно отрабатывать, что с человеком происходит. То есть поэтапно, постепенно идти. Это обширная работа, это я не могу вам рассказать в двух словах. Понимаете? Это целый путь, чтобы уйти от антидепрессантов раз и навсегда. За счет навыков смены своего мышления и навыков управления своим стрессом. Уметь, если ты попадаешь, быстро выходить, либо уметь его минимизировать, чтобы он на тебя сильно не действовал. То есть там очень много чего нужно уметь. Один из моментов — это работа с мыслями, научиться управлять своими мыслями и эмоциями. То, что сделал я. Я полностью управляю своими эмоциями. Сейчас для вашего понимания, чтобы вы понимали, что я не вам не что-то там выдаю желаемое за действительность. Вот смотрите, я сейчас буду смеяться, рассмеюсь в течение считанных секунд. Я буду смеяться так, что у меня будут течь слезы. То есть это самый искренний, сильный смех. И это произойдет очень быстро. Вот сейчас попытаюсь. Вот я вам на примере показал. Попробуйте вы, у вас не получится. Вот это, если я овладел своими эмоциями, они у меня там. Они у меня в моем багажнике. Я могу достать в любой момент и применить любую эмоцию в считанные секунды. Ну, вы сейчас увидели, что я за считанные секунды он довелся до того, что слезы потекли с моих глаз. То есть это самый сильный смех, когда у тебя все трясется и уже идут слезы. Это самый такой, как сказать, высший смех. Он уже настолько в тебе такой яркий и сильный, когда у человека идут слезы от смеха, понимаете? Вот. Нельзя. Все, да, у вас это будет постоянно. Почему? Я сейчас объясню. Почему человек возвращается снова на антидепрессанты? Я даже, по-моему, где-то рассказывал, да, я где-то рассказывал про антидепрессанты. Да, Слава? Где-то у нас прежние эфиры, Гузель, где-то будут прежний эфир, по-моему, или прошлый, или позапрошлый. Эфира 2 назад ты рассказывал. Или эфира 2. Ну, где-то из последних эфиров я рассказывал, почему люди возвращаются на антидепрессанты. Там я разлаживаю эту тему, там даю понимание. Когда он входит в ремиссию, но через какое-то время он снова возвращается к антидепрессантам. Потому что у человека не поменены его схемы мышления, его убеждения. И второе, когда человек испытывает некий стресс, то там буквально сразу мозг тебя скидывает, затягивает в то мышление, которое у тебя было раньше, и тебя начинает раскручивать страх. У меня такое было. Я пил, потом как-то выскочил, уже потом не пил, а как-то вот неосознанно выскочил, но получил затяжной стресс, и у меня начало масштабироваться, очень быстро начало меня назад вкручивать в то состояние, с которого я вышел. А у человека что? У человека страх перед тем состоянием, перед тем адом, который он испытывал. И когда у тебя начинает идти воспоминания, тебя все охватывает страх, вот все, появляются симптомы, которые были раньше, то есть все эти начинают постепенно проявления, и тебя берет страх, что это все возвращается, со мной это было. А страх это что? Это и есть тревога. Страх, он тебя начинает разгонять, он начинает тебя снова вкручивать в это состояние, в котором ты был, ты его боишься, и за счет страха ты
уже у тебя имеется этот негативный опыт, и ты намного быстрее начинаешь туда вкручиваться. В разы быстрее. Я помню, если первый раз я в невроз вкатывался где-то, ну, дошел до такого, ну, практически пика лет на 6 мне понадобилось, то второй раз я вкрутился буквально за 1,5 года. То есть в 3 раза быстрее, и, как я говорю, он был намного ярче, намного более сильнее, и, ну, я бы сказал, как я говорил, если я думал, что я тогда в аду, то второй раз, когда я уже все, меня пошло молотить и все это расфальцовывать, меня разносить, то, что было перед вторым разом, я, как говорил, это был только коридор в ад. А в ад я попал, в сам ад, уже второй раз, вот это был точно там полный ад. То есть все в сравнении, как бы, познается в сравнении. Так, скажите, пожалуйста, как следствие антидепрессантов перестать пить таблетки, снова все возвращается. Да, это замкнутый круг. Да, как стиральная машина. Как не бояться экстрасистолов. Не бояться экстрасистолов, нужно понять, что такое экстрасистолы. Смотрите, человек думает, что у него некая проблема именно физиологического плана, то есть механическая, то есть там клапан что-то в сердце не барахлит или еще чего-нибудь. Экстрасистолы — это неправильный импульс, посылаемый нашим мозгом на работу сердца. Понимаете? То есть из-за нашего расстройства он выдает неправильный сигнал сердцу. Вот этот ритм, как бы, чих. То есть раз дает, два, три, потом чих там замедлился, там, тых-тых, или наоборот, тых-тых-тых. То есть неправильный импульс нашему сердцу, но это не патология, в этом страшного ничего нету. Страшно в том, что когда у тебя твое сердце заикается, то ты сам этого пугаешься. Вот в чем дело, понимаете? То ты сам пугаешься этого. У знакомой, я свои экстрасистолы не измерял, у меня у знакомой было 24 тысячи. 24 тысячи вот этих экстрасистолов. При норме, по-моему, там, норму я не помню, там сколько их тысяч, там 3 тысячи, там 5 тысяч, я вот это точно не скажу. У нее было 24 тысячи. 24 тысячи. Вот. Еще там как-то они делятся на парные и непарные. Вот нужно понимать, как бы парные не опасно, а непарные что-то, ну, там какая-то нюанс свой есть, парные и непарные, вот. А в общем, экстрасистолы — это просто неправильная команда нашим мозгом дает неправильный импульс на работу сердца, то есть неправильную команду, неправильный импульс идет, чик, и поэтому вот происходят такие штуки. Не бояться к этому прийти — это очень тяжело. Я тоже себя вспоминаю, они у меня были, когда у тебя это сердце то вроде как обрывается, то вроде как бы остановилось, то наоборот там задрыгалось, такое вот, абы что получается. Вот. И, конечно, тебя это пугает, но потихоньку осознавая, можете использовать как бы то же самое упражнение, что я работал с кардионеврозом, говорить себе: я здоровая и сильная. Я здоровая и сильная. Вот. Кстати, вот это я использовал тоже, когда ты наблюдаешь вечером за своим сердцем. У меня последний ролик я снял, как я работал именно со своим сердцем, когда у меня был страх со сердца, и, соответственно, у нас что называется, вегетососудистая дистония, то есть, ну, там одновременно я работал сердцем и одновременно работал своими сосудами. Я воображал и проговаривал
и проговаривал. Вот это я делал по книге Джона Кэха. Потом я нашел ответы и понимание, как это работает, именно найдя информацию. Есть такой Петр Горяев, квантовая генетика. Там Гиряев, наверное. Петр Гиряев. Горяев. Горяев. По-моему, Горяев, да. Петр Горяев и Гиряев, Горяев. Вот там он дает ответы. Человек может сам себя лечить. У нас есть хороший, вот как раз хороший такой пример инцидент, есть, да, но я сейчас мы потом покажем, и очень, вам будет очень интересно, есть у нас факт такой, есть у нас такой факт в реальности, это мы как от варикоза сам да, себя получается. человек избавился от варикоза. Это мы в следующей программе, ну, возможно, в следующей программе снимем и будем показывать, человек будет показывать, а человек этого вы знаете, и я буду рассказывать, как это происходило. Он сам будет рассказывать, ну, я буду корректировать, именно дополнять, как оно там происходит. То есть человек может сам себя лечить. Обращает на них внимание, тревога. Обращаешь на них внимание. Так вот, чтоб смотрите, нужно отвлекать мозг, понимаете? Он сразу вас стягивает вот на этот момент. Раз у вас происходит, он сразу вас фиксирует оттуда что? Мысль, страх. А ты в этот момент как бы рвешь цепочку. Ты себе говоришь, либо себе воображаешь, какой ты здоровый и сильный. Что происходит? Ты в этот момент переключаешься. Ты переключаешь мозг на другую картинку, и ты рвешь эту цепочку. И когда ты себе говоришь и воображаешь, а для мозга визуализация, вот эта голограмма, которую мы себе проекцию создаем, это получается то, что мы себе воображаем, для мозга это реальность, понимаете? Вот как это работает. И ты, получается, автоматом, как бы не автоматом, а ты начинаешь переубеждать свой мозг в том, что ты здоровый и сильный. И постепенно страх начинает опускаться. Плюс понимание, вот как я объясняю, что экстрасистолы это неправильная команда мозга. И там ничего физиологического, никаких повреждений нету. Это просто неправильная команда, потому что у нас немного разбалансированная вот эта вегетатика. Но дело в том, что экстрасистолы могут люди испытывать и, как сказать, не находясь в тревожном расстройстве. Да, вот ты обычно затревожился, вот ты экстрасистол получил, все, оно чих-чих, понимаете? То есть это момента никакой там патологии, опасной для жизни, там ничего такого нету. Поэтому убирайте этот страх через понимание. Давайте правильное объяснение ситуации. Дело в том, что нас загоняет страх от нашего незнания. Человек начинает неправильно трактовать ситуации. Он делает неправильные выводы. Один из моментов, он начинает этим сам себя запугивать, делая неправильные выводы, а выводы неправильно делаются. Почему? От того, что мы не знаем, что с нами происходит и какие цепочки там работают. Понимаете, как мы снутри устроены, почему так происходит и какая взаимосвязь. И когда ты начинаешь понимать, что сердцебиение это наш кортизол, кортизол влияет, например, я один пример привожу, на сердце, от этого сердцебиение усиливается. То же самое происходит со спортсменами. Физическая нагрузка это тоже стресс. То есть тоже выбрасывается кортизол. Кортизол работает по сердечной мышце, чтобы кислород гонять. И когда ты это начинаешь понимать, у тебя постепенно начинает уходить страх. Ты начинаешь осознавать, что ты не умрешь, с тобой ничего не случится при панической атаке. Вот. Так, кто не подписался, подписывайтесь. Если интересно, не забывайте подписаться и проверяйте. Также, ребята, по возможности поддерживайте наш канал финансово, потому что мы трудимся, мы работаем на своих, как сказать, на своих финансах, на своих таких
на своих идеях. У нас спонсоров и тех, кто нас там, ну, как говорят, покровители, у нас никого такого нету. Мы на своих началах, на своих работаем на своих возможностях. А любые действия, они, конечно, влекут за собой финансовые расходы. Так устроен мир. Любые действия влекут за собой финансовые расходы. Так. Если есть вопросы еще, задавайте. Ну, вообще-то, да, будем заканчивать наш эфир. Если есть люди, у нас есть люди еще. Ну, люди есть, я Будут понимаю. сейчас вопросы задавать, я думаю. Тоже уже подустали. Подустали? Подустал, конечно. Вот. Ну, Так, если сейчас будут еще задавать, посмотрим. Посидим еще пару минут. Будут вопросы? Будут. Нет, так нет. Да? Ну все, спасибо тогда за внимание. Будем заканчивать эфир. Спасибо за вопросы, спасибо все за присутствие. Думаю, что мой опыт, то, что я рассказываю, то, что я прошел, поможет многим людям. Просто канал еще как бы мало подписчиков, но со временем, я думаю, будут расширяться. Я думаю, мой опыт поможет многим людям по всему миру. Поэтому распространяйте, делитесь в других сообществах, делитесь информацией, делитесь этими каналами, да, делайте ссылки, помогайте нам тоже и помогайте лайками, то есть лайки они тоже вот эти продвигают, YouTube считывает с этого Ваши комментарии, ваши лайки, это все способствует продвижению канала. Ну все, на сегодня спасибо за внимание. Надеюсь, эфир был неплохой. Получили вы ответы на свои вопросы. Кто накопил вопросы и задавал, надеюсь, вы получили ответы. Много ответов, уходите вглубь, там, где был год назад наши мысли. Там очень тоже много информации. Я смотрю, что вы ходите только поверху, по последним эфирам. Идите глубже, год назад, там очень много информации. Очень много хорошей информации. Уходите, смотрите туда, спускайтесь ниже. Там очень много хорошей тоже информации. Очень. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Будем заканчивать.